видео. Город Харьков, друзья, та же самая бредовая история с стоимостью квадратного метра, которая почему-то повышается. Но начнем с населения. Население довоенное 1 миллион 419 тысяч. Прошу харьковчан, напишите, сколько населения визуально хотя бы вы видите, больше войны или меньше, чем до войны. Две части людей мне пишут, одни, причем, вот, условно говоря, 4 человека написали, двое написали, что больше, чем до войны, где-то порядка 1,5 миллиона с хвостиком, а двое написали, что меньше, чем до войны, где-то 1200. Ну вот такие весы. Поэтому чем больше информации вы мне дадите, тем будет мне интереснее и понятней. А почему же стоимость квадратного метра растет? Количество предложений, друзья, 38 500 объектов жилой недвижимости. Это достаточно много. Но город-то большой, 1,5 миллиона, почти как мне пишут на сегодняшний день. Рост предложений 1,3% больше, чем это было в июне. Но я так думаю, что вот эта ситуация с понижением активности выставляемых квартир для продажи, она коснется и Харькова, обязательно коснется. Дальше. Социальное жилье подорожало на 0,84% за месяц. Ничего себе, почти. Ну, это безумие. Дальше. Эконом-комфорт бизнес-класс подорожал на 0,85%. Это, еще раз повторюсь, это все, друзья, у нас мы говорим сейчас о вторичном рынке, то есть это тоже безумие. Первичный рынок показывает также динамику положительного роста. Эконом-класс подорожали квартиры 0,36%. А первичный рынок, друзья, при фронтовом Харькове, ну, чтобы вы просто понимали, это не построенные дома, где люди пытаются продать непостроенное жилье. Я уверен, большая часть этих домов и квартир, естественно, будет просто недостроена. То есть кто в первичном рынке покупает недвижимость, для меня остается загадкой, но я наблюдаю статистику и до вас, в общем-то, показываю, как оно есть, динамику роста, но при этом я говорю вам, что это неадекватное поведение рынка. Итак, первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также подорожали на 0,57%. Ну и первичный рынок элитный класс подорожал на 0,39%. Подводя итоги по городу Харькову, видим, что количество предложений растет, и по каждому сегменту первичный рынок растет, и вторичный также растет. Удивительные вещи наблюдаем, друзья, но все когда-то заканчивается. И тот пузырь, который, как я вижу, во время войны надувается в некоторых городах, он, естественно, что, друзья, лопнет. Лопнет, и это вопрос времени. А вот город Полтава, который находится ближе к центру Украины, здесь вполне закономерны, как мне кажется, процессы проходят. Население 284 тысячи. Друзья, напишите, кто с Полтавы. Я думаю, что сейчас здесь все 300 тысяч есть, а может даже и больше. То есть посмотрите, как она расположена, Полтава, и миграционные потоки с прифронтовых городов, сел, они, в общем-то, идут через город Полтаву. Поэтому и жилье здесь дорожает. Поэтому, в общем-то, это вполне, ну, как мне кажется, закономерные вещи, которые мы наблюдаем именно по Полтаве. Население должно увеличиться здесь. Итак, количество предложений, но количество предложений здесь на 2% снизилось. То есть 9600 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок, друзья. Итак, видим, что количество предложений в Чернигове снизилось, в Сумах снизилось и в Полтаве. Город Харьков показывает нам динамику роста по предложениям. Социальное жилье подорожало 0,33%, это вторичный рынок. Вторичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс подорожал на 0,72%. Переходя к первичному рынку, мы, друзья, видим тоже динамику роста. Как квартиры эконом-класс показали рост плюс 0,46%, так и квартиры комфорт бизнес-класс плюс 0,57%. В общем, здесь вполне закономерно, я себе предполагаю, это не совсем прифронтовой город, и за счет переселенцев, мигрантов, я думаю, что вполне такое развитие логично. Ну а теперь подведем, давайте, итоги в целом, что произошло по региону. Внизу экселевские данные в табличке Excel.
Красная строка – это подытоживающие данные. Среднее арифметическое число по 4 городам на примере вторичного рынка недвижимости, социальное жилье. Видим, что в июле 2026 года это $543 за квадратный метр. В июне 2026 года это было $542 за квадратный метр. В итоге рост всего лишь 0,18%. Индекс положительный единичка 0,02. Но, друзья, вот обратите внимание, что город Чернигов минус 20 показал, и он показывает на протяжении 6 месяцев где-то примерно по 0,5%, чуть меньше. То есть адекватно себя ведет рынок. Город Сумы по социальному жилью вполне себе адекватно ведет, минус 0,42%. Город Полтава, я уже говорил, что адекватно, рост здесь должен быть, а вот город Харьков, здесь явно происходит что-то для меня непонятно с точки зрения логики. То есть объявления мы работаем с платными объявлениями, то есть люди платят деньги, и завышенную стоимость нет смысла им ставить, почему бы они просто тратят свои деньги. Да? Почему они это делают, для меня остается загадкой, я не знаю, если честно. Хотя, еще раз повторюсь, я перепроверял, выборка репрезентативная, в общем, ошибки не может быть, поэтому, ну,